Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Вартюа. Ну что, я сегодня хочу показать вам сборку зверей, но не знаю, как это получится у меня, по той лишь причине, что это как-то стало не метово, что ли, либо не знаю. Кстати, сейчас напишите в комментариях мой голос, я хочу услышать вашу оценку. Ой, короче, что я несу? Короче, оцените мой голос от 1 до 10 в комментариях, потому что... Как вы уже поняли, я уже писал как в телеграм-канале, так и так говорил в нескольких видосах, то, что я приболел, прихворал, поэтому то, что вы видите сейчас у меня такое уставшее выражение лица, то знаете, я всеми силами борюсь максимально со своей болезнью, поэтому предлагаю все усилия для этого. Так что, если вы меня... Короче, жду вашу оценку, абсолютно, каждого. В комментариях, как вам слышится мой голос. Так, у меня 2 тусика пришло, поэтому объективно мы собираем зверей. Я целенаправленно хочу попробовать собрать здесь зверей через обычных друидов. То есть, смотрите, я буду собирать зверей, друидов. Плюс я буду собирать рыжего лиса через синергию Кира. То есть, ну, по дефолту, да. Предметы, конечно, первые мне не совсем нормальные падают, но это уже лучше, чем что-либо другое такое. На самом деле, я бы брал универсальные предметы. Это колечко на ману и кристаллик на ману. То есть у меня было бы 70 мана со старта. Это, в принципе, самый универсальный билд, который я считаю. Вот у меня гоблин пришел. Желательно, конечно, чтобы он бы пораньше пришел. Но, в принципе, ладно. Сейчас я его выставляю чисто для того, чтобы получить монетку. Тут у меня колечко пришло. В принципе, неплохо. Мне нравится пока что все. Но хотелось бы мана плюс 40. На самом деле, вот этот вот предмет минус 6 армора, это не так уж и плохо. Так, а ну проверим запись в порядке. Запись в порядке, лицо мое не очень в порядке, но в принципе пойдет. Одна монетка у меня есть, в принципе, покупать мне по сути и некого тут из этого пула, поэтому, ну ладно, короче. Я знаю, в предыдущем ролике... Не, ну Трента я по-любому беру, он мне понадобится. Резак мне тоже понадобится. Я думаю, сейчас будет намного сильнее выставить вот такой вот билд. И я думаю, все-таки нужно поставить молот грома, кстати. Я думаю, возьму все-таки. Все-таки это нюк. В идеале, конечно, если бы не острые наручи упали, но острые наручи не упали, поэтому я поставлю Лину. Лина с блинка там будет кастовать свою способность. Он чел вообще каким-то образом себе орка в двойку наролил со старта. Ну, игра зависит от скилла, да, вот запомните. Если у вас не хватает скилла, и вам не падают те персонажи, которые надо, то это лично ваша проблема. Поэтому кто-то будет иметь 2-3 персонажей в двойку со старта, а вы будете иметь, как я, всех в единицу. Но на самом деле... А неплохой такой мне стол упал. И Муэрта, и Луна, и Мартретка. То есть, в принципе, здесь игра заключается в том, что я могу сейчас со старта стартануть на эльфах. Но я хочу попробовать целенаправленно сыграть на зверях, и показать вам, как оно будет выглядеть. Но Луну я все-таки возьму. Ну, как-никак это немножечко, ну, эльфов все-таки. Или... Не, ладно. Ладно. Скипаю этого персонажа. Боже, как... Ну, вот, дико извиняюсь, ребят. Я сейчас буду керить Муэрту, наверное, вместо Луны. Я сейчас... Ну, Луны вместо Лины. Боже, как я заговариваюсь. Ёлки-моталки. Дико извиняюсь за то, что я заговариваюсь очень сильно по той лишь причине, что, ну, у меня, ну, я думаю, вы по моему голосу слышите, что, ну, не все в порядке все-таки. Так вот. Тут меня, конечно, отмудохали. Вот. И гида приходит. Ну, в принципе. Короче, я, наверное, сейчас Муэрту поставлю вместо Лины. Как-то Лина меня немножечко не воодушевила своим вот этим вот началом. Охотников сейчас уберу. Можно было бы поставить эльфов со старта, было бы очень даже хорошо. Можно было бы, в принципе, попробовать мехов найти. Но мехи со старта мне не пришли, поэтому, ну, такое. Я все-таки поставлю Муэрту. Мне кажется, Муэрта будет намного сильнее, так как у нее есть шанс до птички. Хотя Лина, она разгоняется, судя, ну, сама по себе. У меня, в принципе, сейчас неплохой стол. Но у моих противников посильнее они будут. Мне здесь в идеале выйти в ранние 50 монет и сыграть на ранние 50 монет. Я, наверное, сейчас изменю немножечко свой голос. Ну вот просто посмотрите. Ко мне пришел чел, который играет на охотниках. У него в двойку орки. Просто посмотрите, насколько он мне испепелил.
Я ему только одного чувака вынес, одного. Червячок пришел. Червячок это, конечно, хорошо. Можно было бы червячка взять и не скипать его, потому что червячок, в принципе, он неплохой. Почему бы и нет? На самом деле, вот этот вот червяк, его со старта многие кто недооценивает. Но на самом деле, этот персонаж, когда суммонит, у него червяки имеют, во-первых, дебаф замедления скорости атаки со своей тычки, имеет огромное сопротивление к магии, поэтому магический урон не берет его. Вот, короче. Знаете, что я сейчас, почему я сейчас негодую? По той лишь причине, что я хочу записать зверей, и как назло уже два типа собирают зверей. И я не считаю это нормальной темой. Не знаю, это какой-то, ну это какой-то прикол, если честно. Вот как назло, вот реально как назло. То есть я хочу записать конкретную сборку, и в катке, как назло, появляется несколько таких сборок. С чем это связано, я в душе не понимаю. Ну, кстати, посмотри, как Мэрт себя показывает сейчас в катке. На самом деле, Мэрт это хороший персонаж, он максимально сбалансированный, но не имба. Его все-таки законтрить довольно-таки просто. Мэрту я все-таки продам, я все-таки хочу попробовать целенаправленно в зверей перестроиться. Я думаю, у меня получится. Я бы, в принципе, и сейчас мог 4 зверя построить, но у меня все-таки фура. А может уровень взять? Не, ну я уровень, наверное, не буду брать. А сыграю вот через фуру. Сейчас фура своих пеньков на сумоне толпу, и в принципе, я думаю, будет все четенько. На самом деле, мне нравится, как бафнули в этом патче Трента. Боже, Трент просто себя раскрывает по максимуму в этом патче. Не знаю почему, но я думаю, многие заметили, что он намного больше хп регенит, чем вот написано у него в своем скилле. То есть, он реально стал таким огромным танком, что просто... Я просто даюсь диву. Ух ты. Ух ты. Так, ну мы ставим по-любому вот сейчас инчу. Трента я, наверное, заменю на... Не-не-не, все-таки Трента я поставлю. Трента огромный танк. Я поставлю еще сейчас баф полуорков сверху. Скипну сейчас этот предмет, может получится... Ух ты. Не, ну дискорд надо брать. У меня есть все-таки сейчас эгида, и поэтому я дискорд возьму. Эгиду я сейчас вот такую вот расстановку сделаю, по той же причине, что когда она будет бежать, она застанет всех своих противников по пути, которого сможет. Боже, ребят, я дико извиняюсь. Мне довольно-таки сложно говорить сейчас. Ну, я думаю, по моему голосу слышно, что все ну, совсем не айс. Может, кому-то этот видос даже покажется, что, ну, как-то ну, такой. Ну, просто посмотрите, все-таки 2 секунды стана со старта довольно-таки неплохо дают буста. Я не скажу, что это идеально, да, и в каждой катке нужно собирать полуоргов. Нет, ни в коем случае. Надо отталкиваться от того, что вам нужно со старта, и, в принципе, это у меня гида в дочку. Боже, тут мне и... Не, ну неплохо, неплохо. Пока неплохо. Я, наверное, даже Грангеральда возьму. Может, у меня получится через волшебников сделать зверей со старта. Но на самом деле, делать зверей со старта через волшебников, это довольно-таки очень слабо. Ну, по крайней мере, я так думаю. Может, мне кто-то сейчас в комментариях напишет о том, что Санечка, ты немножечко, ну, не прав. Не прав лишь и в том, что звери со старта через волшебников, ну, не такая уж и неплохая тема, оказывается. Ну, просто смотрите, один зверь, второй зверь. Вот напишите в комментариях, когда вы хотите сыграть на какой-то сборке, как часто собирают ваши противники эту конкретную сборку? Вот у меня такое ощущение, что меня прям, ну, стрим снайпят на мою сборочку, хотя никто не слышит моих мыслей вне записи. Как так происходит, как так работает, вообще непонятно. Максимально непонятно. Мне молнии упали, доспех, кольцо магии, но это все скипаю, но мне не надо. О, кстати, а этот предмет, вот это вот предмет второго тира, это возвратка. Боже, на самом деле это такой недооцененный предмет. Мне сейчас многие могут сказать, типа, что ты так хвалишь этот предмет второго тира? Но на самом деле, ребят, я раньше недооценивал этот предмет второго тира, но может быть со старта он и даже не очень.
Но, в принципе, с 15 раунда он довольно-таки хороший предмет. Смотрите, сейчас в эре, когда против вас охотники, когда против вас много чистого урона, убийцы и тому подобное, то, в принципе, этот предмет имеет прям право жить. И в чем же его плюсы? Он дает плюс 5 брони и в течение 4 секунд весь урон, который вам наносится, он возвращает 50% чистого урона. В двоечку апгрейд пришел в виде Тускара. Спасибо, хороший апгрейд. Но да, в данном моменте я сейчас буду максимально пытаться выйти все-таки в инкам. Мне нужно повысить свой уровень как можно быстрее, желательно там до 9 хотя бы, до 8, чтобы я просто взял и начал ролить своих зверей, если же, конечно, мне они не будут приходить. Но то, что я вижу сейчас, это то, что в этой катке собирают несколько зверей. Вот просто как назло, но у меня на самом деле аж немножечко, ну, просто телипает от этого. Я сейчас поставил 4 зверя, потому что я думаю, это будет намного сильнее, чем 2 зверя и полуорки. Мне так кажется, по крайней мере, но может это в действительности была ошибкой. На самом деле, если бы мне инча в тройку ранее пришла, боже, насколько же это было бы мощно, вы себе просто представить не можете. Так вот, этот предмет второго тира в лете просто имеет такую колоссальную... Ну, такой, я даже не знаю, как это объяснить, просто с обычными словами. Он имеет колоссальный импакт. Я вот сейчас уровня немножко взял. Я все-таки хочу попробовать, чтобы мне фиолетовые фигуры пришли. Я надеюсь, что мне рыжий лис в двоечку придет. То есть просто сейчас живу на надежде. Дискорд я скипаю, он мне не нужен. Ну, колечко, в принципе, можно взять. Оно не такое уж и бесполезное, если честно. Этот предмет сейчас я передам, наверное, инче все-таки. У него меньше всего хп. А так как против меня там собирается охотник, то, скорее всего, они будут в первую очередь бить охотника. Плюс у меня инча стоит... Ой, охотника. Какого охотника? Чё я несу? Ну, вообще, ну, просто мозг поплыл, как говорится. Я говорю об энче. То есть, они били бы энчу. Блин, как же Эгида хорошо идет. Знаете, мне даже кажется, что в этой карточке я мог спокойно сыграть через полуорков, плюс какую-то нежить, плюс боги. То есть, что-то такое я мог интересненькое собрать, но я хочу попробовать все-таки зверей собрать. Но если все будет очень плохо, то, скорее всего, буду перестраиваться. Но на самом деле на 14 раунде у меня 51 монетка. В принципе, все более-менее шикарно. Так вот. Я вернусь немножечко к тому предмету, потому что хочу о нем поговорить. Смотрите, он дает плюс 5 брони. Он возвращает в течение 4 секунд 50% чистого урона от нанесенного вашим противником. То есть, если ваш противник нанес 1000 урона, вы ему 500 чистого просто в лицо вот так вот. Поэтому... Этот предмет мне иногда не стоит скипать. То есть, если вдруг... Короче, этот предмет, ну, я думаю, вы сами можете понять, когда реализовать. Если против вас Ведьмаки-убийцы, реализуем. Свен, Ведьмаки-драконы, реализуем. Много охотников, которые будут бить в одну цель, просто перекидываете вот эту брошку, закидываете туда побольше дефа и возвращаете в лицо этому пареньку, который вас бьет. Все. Я думаю, тут как бы и ребенок разберется в том, что когда стоит реализовать этот предмет. Предмет не бесполезный. Сейчас, как его бафнули немножко, вот эти вот плюс 5 армора, он на самом деле хорошенько раскрывается в воинах. Прям, ну вот просто белиссимо. Что-то мне эта фраза белиссимо так заела, если честно. Боже, я дико извиняюсь, если видос какой-то получится такой, знаете, валидольный, как мне писали в комментариях. Ну, просто, ну, голос у меня... Ну, мне тяжело. Я думаю, все видят сейчас на ролике, что мне немножечко, ну, тяжело разговаривать. Но, тем не менее, мне не хочется вас оставлять без контента. Единственный контент, который у меня остался, это вырезки со стрима, это с предыдущего патча. Но я думаю, мало кому это будет интересно. Но если вдруг, ребят, не забывайте, я все время говорю в своих роликах, пишите в комментариях, какую сборку вы хотели бы увидеть. Я бы с удовольствием ее отснял, но, извините, не сразу, не на следующий день бы ее выложил. По той лишь причине, что я не с первого раза могу ее отснять. Мне, кстати, Doom пришел. Но так как я играю на зверях, я Дума не особо хочу собирать. Он мне не особо нужен. Вот этого сейчас гоблина-убийцу я заменил. Что мне тут упало? Мана. Берем. Я все-таки предпочитаю ману взять, но эльфов здесь нет, поэтому я беру ману. То есть это барабан войны. Я беру его. Обязательно. Одно колечко я скип, но оно не особо надо.
талисманчик. Ну, там вроде жрецов никто не собирает, поэтому я лучше возьму талисманчик. Трента поставлю как танчика. Не знаю, может быть, Тренту это и лучше брошка будет, но не совсем уверен. Просто охотники бьют цель, которая с наименьшим хп, которая имеет наименьшее количество хп. Поэтому, возможно, сейчас то, что я отдал брошку, это именно Трента, это не очень сильно зарешает. Я надеюсь, конечно, это не так, но посмотрим. Посмотрим. Неплохой такой апгрейд. Отлично. Может получится у меня сейчас плюс 3 монетки получить. Это прям, ну, более-менее хорошо. Ну вот просто посмотрите. Я хочу собрать зверей. Против меня собралось еще 2 зверя сверху. Ну, ты, еще... Ты издеваешься? Ты как ты Свена нашел на 8 уровне? А, он его продал. Отлично. Но просто вдумайтесь, чел апнул 8 уровень и сразу же себе нашел Свена. Ну, это скилл. Это скилл. По-любому скиллуха сыграла. Отвечаю. Ну, куда же без этой скиллухи? Так, ну плюс 3 монетки я сыграл. Отлично. В принципе, у меня сейчас будет 8 уровень. Я думаю, я немножечко все-таки поролить, чтобы, ну, свою сборочку немножко апнуть. О, тренд. У меня сейчас троечку будет. Если мне придут хорошо волшебники, то реально я смогу тренда апнуть. Наверное, поставлю вещь доктора. Все-таки, как-никак, это плюс 10%. Ну, по-моему, плюс 15% от килла от чернокнижников. Поэтому, в принципе, неплохо. Либо же 2 трентов поставить. Да, я лучше 2 трентов поставлю. Я как-то более верю в то, что 2 трента это будет намного сильнее. Вот против меня сейчас охотники собираются. Вот эта вот мета, она меня на самом деле так дико бесит. Я думаю, кого она сейчас не бесит. В каждой катке абсолютно есть либо нежить, либо же охотники. Это прям, ну, вообще дикий развал. Но посмотрим, как звери справятся с этой ситуацией. Думаю, в принципе, если... Ну, как же это жестко. Он еще мне винстрик сбил. Тяжело. Рыжий рис, спасибо. Так, ну, рыжего лиса мы по-любому берем. О, собака пришла, отлично. Вместо трентухи ставим. Рыжему лису шмоточки отдаем. Тебя продаем. Тебя оставляем. Так. Не, ну это такой себе паренек. Не понял, что он тут хочет собрать. Скорее всего, троллей плюс. Ну, тут он хотел себе, наверное, собрать троллей плюс луну, но как-то не очень у него сильно вышло. И гида. Можно было бы гиду вместо фуры поставить, и будет у меня какой-никакой настанчик на 2 секунды, но я как-то не особо в это верю. Я сейчас, наверное, кстати, вот этот вот медальон отдам в рыжего лиса, потому что он будет прыгать в самый тыл. И я думаю, в первую очередь будут бить его, а не кого-то другого. Ну, может, мне кажется. Поэтому сейчас посмотрим. Боже, как меня бесит эта ситуация. Вы просто знали, насколько у меня сейчас... Вот, у меня мало ли того, что состояние здоровья не очень. Так меня еще и бесит то, что чел собирает тоже зверей. И еще там есть один зверь. А я хочу записать зверей. Просто вдумайте себе, насколько это кринжово. Я, кстати, выставил волшебника, чтобы папнуть себе 2 троечки. Ну, прям... Взгляд Азеса, конечно, имбалансный предмет, но топор, мне кажется, будет помощнее. Поэтому я возьму топор. Будет у меня куча минус армора. Вот просто посмотрите, у меня минус 18 армора я делаю чувакам со старта. В инчу я закинул мессы, хотя на самом деле можно было бы какого-то другого, но я думаю лучше в инчу. Мне надо, чтобы инча свою способность закастовала, а не просто пролюбила на месте каком-то. Вот. Так вот, что меня бесит вот такие вот мелкие ситуации? Вот я объясню, постараюсь, по крайней мере, это донести до вас. Может, в комментариях мне кто-то напишет о том, что у него тоже такая ситуация бывала. В общем,
Я вот, допустим, сажусь, да, я хочу какой-то контент там отснять, все такое, что-то интересное, веселенькое, да, что-то необычное. Вот я, сколько отыграл каток в этом новом сезоне, я ни разу не видел, чтобы собирали зверей. Вот ни разу. И вот, как назло, сейчас я хочу записать зверей, и против меня собираются еще два зверя. Ну, это немножечко прям, ну вот просто, я даже не знаю, как это правильно назвать. Это жестко, да, ну, тут больше ничего не добавить, все. Вот, жестко и все. Ну, кстати, луна под зверьми вроде бы такая неплохая вышла. 3800 урона, конечно, нанесла. У меня рыжий лис в единицу больше нанес урона. Ну ладно, опустим этот момент. Я, наверное, на 9 уровне просто буду пытаться заролиться. И, кстати, почему я решил вот собрать просто обычных зверей через друидов? Объясняю. Когда я соберу синергию Киры и закину в рыжего лиса, я просто всех своих друидов схаваю в рыжего лиса и получу максимальный бонус от своих фигур в рыжего лиса. И тем самым рыжий лис будет иметь кучу хп, кучу урона с руки. Замечательно. Рыжий лис в двойку кучу фигур хавает друидовских. Вот, допустим, Инчу хавает, Фуриона хавает. Трента вряд ли он не схавает, скорее всего. Но, в принципе, других фигур схавает. А если я соберу рыжего лиса в тройку, тут, кстати, 9 охотников собралось. Угу. Боже, как Трент танкует. Реально Трента хорошо апнули. Тут меня, конечно, вынесли 9 охотников. Обидно немножко было. Так, возьмем сейчас 9 и будем ролиться. На 9 уровне я по-любому буду ролиться по максимуму. Я, наверное, даже в 9 уровне и останусь. Просто посмотрите, зверь один, зверь второй. У меня есть, в принципе, одна идея. И, может быть, я ее попробую реализовать. Еще, конечно, не совсем уверен. Сейчас вот богов поставил. Немножечко. Посмотрим, насколько сильно справятся боги. Но просто на самом деле боги чем полезны? У них, у всех моих зверей будет минимальное КД. То есть Инча намного чаще может свой хил кастовать. Тренд может намного чаще свой скилл кастовать тоже. И тренд как огромный танк и дебафер прям ну, шикарно так заходит. Ух ты! Ух ты! Просто 3 зверя в катке. Спасибо. Отснял зверей. Ясно. Скорее всего, мне нужно было перестроиться в Ведьмаков-драконов. Это не, у меня есть одна идея. У меня вот сейчас пришел Гримтач. Есть у меня одна идея. Может быть, стоит ее сейчас попробовать реализовать. Сейчас, секунду. Дайте подумать хорошенечко, стоит ли это делать. Наверное, все-таки стоит это сделать, поэтому сейчас я попробую ее сделать и надеюсь, у меня все получится как надо. Просто 4 зверя в катке, боже. Ну, считая меня, то 4 зверя в катке. Поэтому знаете что? Есть у меня одна стратегия. Уберите сейчас детей от экранов, потому что сейчас будет контент. Предметы не очень. Скип. Ребят, я дал много времени вам, чтобы вы убрали сейчас детей от экранов. Поэтому готовьтесь. Готовьтесь, сейчас контент пойдет на 110%. Сейчас после мобов. Я на мобов еще оставлю эту синергию, которую я хочу. А то, что я буду делать сейчас, это будет просто, ну, отличное понимание ситуации, перестройка в другую синергию. Какую? Увидите дальше. Как думаете? Вот смотрите, ребят, сейчас кто не листает дальше, просто вот подумайте, в какую синергию я сейчас перестроюсь. И напишите мне в комментах, в какую синергию я сейчас перестроюсь и какой импакт от этого будет. Намек. Это будет с волшебниками связано. Поэтому напишите мне в комменты, какую же я синергию хочу собрать. Вот прямо сейчас.
не подглядывая на будущее. Сейчас надо немножечко подролить, хорошенько подумать. Ладно, пробуем. Ух ты, пластина, отлично. Пластину в трента. Тебе сюда. И сейчас некоторые предметы переролю, потом я возьму сейчас синергию свою перестрою. Надеюсь, мне сейчас упадет Кираса 5-го тира, это будет вообще просто песня. Отлично. Боже, сейчас контент пойдет на 110%. Конечно, у них много хп с перестройкой, но тем не менее... Боже, 4 зверя. Записал зверей. Ну, ребят, значит, сегодня контент не для зверей, а контент для перестройки в другую синергию, поэтому ждите и смотрите, что сейчас будет. Но уберите детей от экранов. Сейчас будет контент. На самом деле, боже, как меня сейчас вынесли. Обидно. Вот это вот действительно было обидно. Хорошо, что хотя бы Фурионки настакал своих пеньков, которые бы меня просто взорвали мою пятую точку. Так, мы тебя продаем. Тебя ставим. Пока продаем. Так. Зверей мы убираем, они не нужны. Так, мне нужен один воин. Так, отлично. Селедка пока пойдет для старта. Так, меняем. Замечательно. Кираса есть. Ману тебе закинем. Это мы тебе закинем колечко. Я пока, наверное, в Свена вообще закину и с изолятором. Я думаю, будет намного лучше. Хотя, не, я так не буду делать. Смотрите, Кираса работает в радиусе. Поэтому Кирасу я... Что такое, ребята? А что такое? Вам не нравятся мои воины? Я специально для вас их копил. Вот специально просто захотел перестроиться для того, чтобы вы почувствовали моих воинов на своем лице. Так. На всякий случай берем гритером. Нужен ли мне кунка? На самом деле, почему нет? Так, омник апается. О, Дум. Отлично. Дум хорошо заходит. Вместо селедки пойдет. Сейчас я объясню, почему я делаю именно такой пик, а не какой-то другой, и почему я делаю именно такую расстановку, а не какую-то другую. Если они сейчас не найдут ведьмаков, то у них будут огромные беды. У них прям такая беда будет. Жалко, колечки не могу скипнуть. Смотрите, я сделал сейчас всех кучно по той лишь причине, что плита 3-го тира, вот эта стальная пластина, что Кираса 5-го тира, они все работают в радиусе. И чем, естественно, мои ребята будут кучнее стоять, тем, соответственно, у них будет баф на броню. И когда у них меньше 50% будет хп, то, естественно, будет работать у них удвоенный баф на броню. Естественно, что? Естественно, это будет огромный буст для воина. Вы просто посмотрите, как я сейчас испепеляю своих противников. Я не даю им даже шанса подышать. Я, конечно, надеюсь, что против меня ведьмаков не соберут, но даже для того, что против меня соберутся ведьмаки, я собираю против них гритеров. Я гритеров оставляю на, ну, как бы, на поддержку трусов, грубо говоря. То есть, чтобы мои трусы не спустились в очень неуклюжий момент. Поэтому я собираю универсальных героев, такие как Омник, Жрец, Нежить. Мне в идеале там резачок бы какой-то. Свена я собираю чисто, чтобы его вдруг чего закерить, как керри с руки. Но мало ли против меня соберется Ведьмак. Вот как я вижу, видите, у него в расширенном пуле сейчас есть Ведьмаки. И для меня это вообще не радостные новости, потому что он может собрать своих Ведьмаков, и вся моя синергия воинов пойдет только под хвост. Но, есть огромный плюс. Я могу перестроиться с помощью вот этих универсальных героев Омник, Жрец, в какой-то другой билд. То есть я могу сейчас за помощью тренда перестроиться в эльфов каких-то. Я могу перестроиться, в принципе, и в гритеров. И будет это довольно-таки очень неплохо. Так, я ничего покупаю. Это мои бабки. Можно было бы разорчика взять, поставить. Хотя не, я, наверное, все-таки резака поставлю. У резака чистый урон. Ух ты. Так, свенчик сюда. Кунка мне не нужен.
Резачка покупаем. И, в принципе, все замечательно пока что. Против гриттеров у меня не будет... если я буду на гриттерах, то против меня охотники, скорее всего, откиснут, если я хорошенько закерю себе Свена. Но тоже, мне нужно керить, во-первых, тренда, потому что у меня кираса, пластины, все дела. Короче, я думаю, мы там разберемся сейчас в дальнейшем. Боже, как же у меня горло село. Я думаю, все сейчас заметили вот этот вот переход на видосе, когда у меня виду голос просто такой... Чук, ушел. Ну ладно. Так, рыжий лис, конечно, это хорошо, но намного лучше этой гида. Гриттер приходит, конечно, отлично. Можно было бы гриттера собрать, но я вот сейчас его в двойку соберу. И постараюсь 2 гриттера в двойку собрать. Вот так воины не работают. Воины не работают. Мне бы здесь алое сердце упало, было бы вообще замечательно. Вот если бы у меня с предмета 4-го тира упало алое сердце, это было бы намного лучше. Просто посмотреть, 3 зверя в катке. Я был бы 4-м зверем. Кисенерия Кири, спасибо. Давай, щит на возвратку. Ничего себе. Сказал, и мне пришел щит. В чем подвох? Мне 2 раза пришел тот же самый нужный предмет, который я заказал. Ну вот давайте посмотрим сейчас, как я справлюсь с 9 охотниками. Я думаю, просто порву. На запчасти. Ну, то, что я и говорил, просто чела взял и разорвал на запчасти. Воины идеально контрят охотников, особенно если у вас есть кираса, пластина. Просто замечательно. Знаете, мне бы в такой билд нужно было бы алое сердце, радианс и маска 5-го тира. И я думаю, я бы тут выносил абсолютно каждого. Ну, можно было бы еще взгляд Азеса, чисто потому, что когда вы меня бы били, то взгляд Азеса работал бы на всех. То есть, меня бы били, я отражал бы чистый урон, и просто мой взгляд Азеса работал бы на всех. Минусы. Соберутся ведьмаки, все, ну, финита ля комедия. Клевер. Кому мне твой клевер засунуть? Прикрыться где-то или как? Мне этот клевер сейчас, ну, ни к силу, ни к городу. Я возьму кристалл жизни плюс 300 хп, ну, пару тычек пережить смогу. Вот этого Дементра, который играет на зверях, я немножечко опасаюсь. Там чел себе уже 2 ведьмаков нашел. Фух, мне либо настолько жарко, либо же это у меня играет температура. Я не знаю даже. А ну-ка пишите в комментариях, что думаете. Короче, ребят, байт на комментарии. Первое. Какую бы синергию вы хотели увидеть? Второе. Пожелайте мне, чтобы я быстрее выздоровел. Потому что вы видите, в каком я состоянии снимаю сейчас ролик, поэтому... Я не давлю на жалость, если что. Единственное, что я могу с вас потребовать, это лайк. Поэтому я жду свой лайк под этот видос. Так, омник приходит неплохо. Замечательно то, что омник приходит. Но на самом деле, если быть объективно честным, то мне не особо с рандомом везет. Омник. Ой, омник. Свен. Типа то, что я перестроился в воинов, это, конечно... О, кстати. О, да. Так, а ну размяли своего горлышко. Смотрите. Предмет 2-го тира, посмотрите внимательно, сколько сейчас он дает много импакта. Во-первых, я 50% чистого урона возвращаю, и плюс он дает плюс 5 армора. Боже, Трентан в этом патче бафнули нереально, как по мне. Вы просто посмотрите, насколько быстро он хилится. Трент не был настолько сильным. Он реально не был настолько сильным. Его сильно изменили. Трент, знаете, вот это как рофл. Трент это... Ух ты, еще и зверь 5-ка пришел. 2 Риттера. Блин, ну я не хочу отказываться от Гриттера, понимаете? Можно было бы от Дума отказаться.
Я думаю, это нормальная тема, потому что все-таки зверь пятерка имеет больше хп, больше армора, плюс у него есть дебаф стана. Ладно, я гритера продам, если что, потом соберу умника, ой, умника. Дума я пока оставлю. Если что, то потом продам тоже и Дума. Я думаю, гритера просто я найду. Я больше всего опасаюсь это вот этого вот зверя. Он какой-то, ну, очень дикий. Все-таки гритера куплю. Ну, на всякий случай, мало ли он сейчас не придет ко мне. И сейчас кто-то напишет в комментарии обязательно, типа, Санечка, ну ты ж только что его продал в двоечку. Зачем ты снова его покупаешь? Ну переобулся я, ну что поделать, ну переобулся. Ну так бывает в жизни, понимаете? Люди переобуваются. Ну, просто, знаете, вот... Ай, короче. Я думаю, все прекрасно поняли. Переобулся. Купил гритера. Ну купил и купил. Мои деньги. На самом деле, боже, я хочу боевой пропуск. Там столько куча классных внешек. Жалко, что ЧС не делает какие-то, знаете, там розыгрыши на внешки и тому подобное. Это было бы прям очень круто. Ну, как по мне. Сколько я переписывался с технической поддержкой авточес, сколько я переписывался с коммерческой этой компанией на то, что нужно хвалить своих зрителей как-то, не знаю, дарить им внешки и тому подобное. Ну, мне пока как-то не особо ответили. Я вот за боевой пропуск с ними сколько уже борюсь. То есть я писал в техническую поддержку, мне дали коммерческую почту, я уже написал на эту коммерческую почту, написал свое предложение и говорю, что типа у меня столько зрителей, я хочу их как-то поощрять, там, дарить боевой пропуск и так далее, и так далее. Но как-то пока все вот устоялось на рассмотрении и все. Мне даже не особо отвечают. Знаете, я настолько для них, наверное, тошнотик, потому что сколько я им отправил вот эти вот ошибок. Боже, ну зачем эти все предметы мне падают? МКБ я все-таки хочу взять. Я его в Свена лучше отдам. То есть я мог бы взять рефрешер, но я возьму, наверное, все-таки МКБ. В идеале, чтобы мне здесь упало алое сердце. Вот в идеале. Но так как там чел собирается через Ведьмаков играть, то, скорее всего, мне понадобится этот МКБ. То есть не то, чтобы я хотел его сильно скипнуть, либо что-то еще, а то, что мне понадобится. Если я закирю Свена, ладно, я надеюсь, я не совершил ошибку, и у меня все будет четко. Там он вертолет вообще собирается через зверей. Не, ну воины, конечно, ну, просто без смс и регистрации наказываю охотника в прямом эфире. Ну вот, ребят, смотрите. Ну и вы посмотрите, насколько тренд обалденно хилится. Это просто какая-то... Я не знаю, насколько сильно его так бафнули, но это очень сильно выглядит. Без рофлов. Это очень сильно выглядит. Слишком много хп регена дает. Че, может мне и гидка уже там придет в двоечку? Ну, пришел гритер. Ладно, хоть гритер. В идеале, чтобы мне пришел Свен в двойку. Вот этот вот зверь в двойку. И все замечательно. Ну, тренд, конечно, вообще выглядит замечательно. Вы просто посмотрите на этого челика. Я предмет на безоруж не особо, наверное, хочу вкидывать тренда. О, Ведьмаков поставил, но убрал зверей. Не понял. Короче, ребят, если вы собираете ведьмаков под зверьми через Керри Луну, то знайте, Луна сама себя убивает. По той же причине, что у нее вот эти вот отскоки ее наносят ей урон. Как бы это смешно ни звучало, но вот эти вот отскоки от Луны, они наносят ей урон. Это немножечко бредово звучит, конечно, но как есть. Ну чё, ну где мои улучшения, алё, ну иди в двоечку сейчас, давай, давай. Ну, я Эгиду в двойку я Эгиду скипнул.
Ладно, в жреца я этого больше верю. Я, короче, только что в моменте просто взял и скипнул гиду. Вот эта спешка с роллами, это прям меня очень сильно бесит. Лучше бы я просто взял и подождал. Был бы и при деньгах, и все было бы замечательно, все было бы ажурно. Но просто уже конец игры. О, Ведьмак, кстати, вылетел. Отлично. То, что Ведьмак вылетел, это прям меня не может не радовать. Так, гуляй. Тебя апгрейдим. Все шмотки передаем тебе, вот такие. Но охотник на самом деле немножечко, ну, если быть откровенно, то какой-то безмозглый. Он, ну, не то что без... Я не хочу этого человека обидеть ни в коем случае, но почему он не собирал ведьмаков против меня? Он же видел, что у меня есть воины. Либо же он так поопасался того, что я играю на волшебников и смогу перестроиться в какой-то тройной билд. Ну, просто посмотрите, я его беру и испепеляю. Все. Вот сейчас 40-й раунд будет, и он не факт, что выживет после 40-го раунда. У меня куча денег, у меня куча всего. Ты вообще молодец. Не оставил шанса подышать человечку, да? Боже, ребят, если видос реально получился какой-то валидольный, то уж извините, придется потерпеть. Я пью лекарства. Я ни в коем случае их не там не игнорю, либо что-то еще, я их пью. Что-то мне прям, ну... Знаете, вот в моменте, когда я первый видос записал о том, что я приболел, прошло некоторое время, мне стало намного лучше. Я пил лекарства, все дела. Потом такой перестал в моменте. Я думал, что уже выздоровел. А тут через пару дней мне бах, температура, бах, то, все, то. Фу, это прям душно. Это прям душновато выглядит на самом деле. На меня больше всего бесит то, что у меня забитый нос. И у меня горло не особо рабочее сейчас. Так, я думаю, сейчас полностью сролится, потому что там человек все равно сидит в 9 охотников. Денег у него нет, перестроиться ведьмаков и не сможет. Я более чем уверен, что я смогу его вынести без единой потери. Вот бы Зверь в двойку пришел, и Свен в двойку пришел. Было бы замечательно, но... Так, Алое Сердце ко мне пришло. Вообще шик. Вообще, я сейчас могу все эти предметы бесполезные скипнуть и попробовать себе найти какой-то другой предмет. Давайте попробуем. Я ману заберу, арканцы распродам. Щит, конечно, небесный, это круто, но я хочу попробовать кира. Вообще, хотел сказать, маску 5-го тира найти, но и кираса, в принципе, меня тоже устраивает. Но уже как бы игра закончилась. Я бы просто эту кирасу бы закинул бы в Трента, и у Трента было бы еще больше армора и, соответственно, больше возвратки. Но на самом деле мне бы необходима была маска 5-го тира, потому что маска 5-го тира работает и на возврат урона от синергии воинов. Вы просто посмотрите на мой стол. Ну что, ребят, Что я хочу сказать? Муэрту Керри и Медузу. А я закирил Трента и необычно тебя выиграл. Как-то вот бывает такое, бывает. Ну, на самом деле, сколько было сборок, вот сколько у меня было записей, когда меня просто абсурдно контрили из-за того, что мне не хватало там каких-то предметов, либо что-то еще. То есть были вот такие вот моменты. И что я хочу сказать конкретно вот в этой катке. Трента очень сильно апнули. Да, в действительности тренд какой-то стал оверсильный, и я думаю, что мне это не показалось. Тренд реально довольно-таки сильный персонаж стал. То есть, если сыграть через волшебников, то Трента можно раскрыть в иных сборках. То есть, тренд в чем хорош? Куча хп, легко собирается, дебафает неплохо, хилится неплохо от этого дебафа. Играешь через волшебников, ты можешь сыграть через эльфов, через воинов. Там по полной мере можешь перестроиться вообще в гриттеров, в убийц тоже можешь перестроиться, потому что тренд все-таки свою первую тычку, но нанесет. А он ее нанесет в 4-кратном размере. А это, соответственно, что? А это 1200 урона, как бы, это знаете, как был... Эй, ладно.
не буду говорить, но, в принципе, скажу вкратце этот мем. Это был раньше мем там по ТикТоку, либо по Инсте бегал. Как вы поняли, что это именно грабитель ударил вас табуреткой по спине? Ну, знаете, у нас как-то в семье не принято табуреткой бить по спине. Как-то так. Я постарался максимально передать. Я не помню, как он там звучит, все такое, но я думаю, многие, кто этот видео смотрели, ну, как бы передается именно эта палка Трента. В общем, на самом деле, может, на вебке не видно, но я так вспотел дико, мне так жарко, боже. Ну ладно, вам мои проблемы не нужны, но я пошел дальше на поправку, но, знаете, всем огромное спасибо за ваш просмотр, поддержите этот ролик комментарием, поддержите этот ролик лайком своим, потому что каждый ваш лайк и комментарий, он мой ролик продвигает в тренды, в рекомендации, и аудитория становится намного больше, намного обширнее. Так что, ребят, уделите минуту времени, лайк, коммент, а также не забудьте подписаться на YouTube канал, потому что и цель 5000 подписчиков. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я пишу по обновлениям этой игры, веду свой личный блог, а также у нас там есть чат комьюнити. Присоединитесь к нам, не стесняйтесь, и там же я сообщаю, когда у меня стримы. Соответственно, на следующей неделе я планирую провести 2-3 стрима, как-то так. В общем, в комментариях свою мысль изложили, что вы думаете по поводу этой катки. Как по мне, катка получилась довольно-таки интересной, неплохой. Если бы еще не мое горло. Боже, можно было бы так горло законтрить, было бы идеально. Ну, за день оно не проходит. Ребят, всем спасибо и всем удачи.